Так, и начнем мы с того, что нам понадобится для вязания вот таких вот следков. Значит, у меня это спицы 3,25 и моток пряжи. У меня был моток пряжи 50 грамм, 200 метров. Чтобы вы ориентировались примерно, по размерам. Значит, у меня здесь я вязала на размер 39, я ношу обувь. И у меня здесь получается 22 сантиметра было. Я мерила. Было 22 сантиметра. Ну, 21,5. 22. Получается 21,5, 22 сантиметра. Где-то у меня длина стопы. Так, и ширина у меня 9,5 сантиметров. Так, вязала я только двумя спицами. С чего мы начинаем? Я набрала на спицы. Сейчас я вам подробно расскажу, а потом уже вставлю видео, как я вязала. Набрала на спицы 25 петель, провязала платочной вязкой 2,5 сантиметра. Это у меня получилось 12 рядов. Дальше начала вязать лицевую гладь вот до убавок. Здесь у меня 12,5 сантиметров, либо 48 рядов. И дальше начала убавлять. То есть я 25 мы делим на 3. Ну, любое количество петель, которое у вас на спицах, вы делите на 3. Если у вас получается плюс 1 петля, то вы эту одну петлю добавляете на середину. Если у вас остаются 2 петли лишние, то вы их добавляете на края и начинаете делать убавление в конце каждого ряда. Значит, в лицевом ряду осталось 3 петли, сделали убавление кромочное, развернулись, в изнаночном осталось 3 петли, сделали убавление и кромочное. Так, и до тех пор, пока у нас здесь не останется 9 петель. Разворачиваемся и начинаем из кромочных уже поднимать наши петли, вывязывать обратно, чтобы у нас на спице получилось 25 наших петель, подняли и вяжем до вот этого момента, до нашей платочной вязки. Довязали и точно так, как мы вязали здесь мысок, мы вывязываем пятку. Опять делим на 3, убавляем до 9 петель на спице, потом опять делаем подъемы вот эти все и уже вывязываем нашу платочную гладь. Платочной вязкой вяжем дальше. И все, ничего сложного нет. Сейчас вставляю видео подробно, как я это все делала, и будем вместе с вами вязать. Берем 2 спицы и набираем на спицы 25 петель. Набрали. И теперь дальше мы будем вязать с вами, значит, 2,5 сантиметра платочной вязкой. То есть нечетные ряды у нас будут лицевыми петлями провязаны. И четные ряды тоже будем вязать лицевыми петлями. У меня это получится 2,5 сантиметра. Это 12 рядов. То есть смотрите, первый ряд провязываем все петли лицевые за заднюю стенку. И кромочная петля изнаночная. Так, провязали первый ряд лицевой, разворачиваемся. Сейчас наш второй ряд, четные ряды, тоже вяжем
лицевыми петлями. Кромочную снимаем и вяжем за переднюю стенку, чтобы петли были развернуты, тоже лицевые петли. Здесь уже за переднюю стенку. И так провязываем мы 2,5 сантиметра. Так, я провязала 12 рядов, у меня получилось 2,5 сантиметра. Теперь мы будем вязать просто лицевую гладь. Дальше на высоту 11,5, нет, подождите, здесь 12,5 сантиметров. Значит, первый ряд лицевой глади мы провяжем с вами за переднюю стенку, кромочную снимаем, провязываем за переднюю стенку первый наш ряд. И дальше уже изнаночную сторону будем вязать изнаночными петлями, как положено, а лицевую лицевыми. На длину 12,5 сантиметров. Вот, начиная от нашего последнего вот этого ряда. Отмерять. Так, провязываем наш первый ряд за переднюю стенку. Кромочные, не забываем, у нас всегда изнаночные. Разворачиваемся и здесь уже вяжем, кромочную снимаем и изнаночные петли провязываем за переднюю стенку изнаночными петлями. Как они идут у нас по узору. И кромочная, изнаночная. Провязали. И теперь дальше будем вязать уже как положено наши лицевые петли все за заднюю стенку. Лицевые петли. Вот, провязываем 12,5 сантиметров. И дальше встретимся, я расскажу, как будем уже делать убавление. Теперь, после того, как мы провязали 12,5 сантиметров лицевой гладью, мы будем начинать делать убавление. Значит, смотрите, у меня 25 петель. Я делю их на 3 части. Это получается 8, 8, 8 и 1 петля остается лишней. Значит, эту лишнюю петлю я добавляю на серединку. И получается у меня будет по краям по 8 петель, а по центру 9 петель. И мы будем с вами убавлять до тех пор, пока у нас не останется на спице наши 9 центральных петель. По краям будем делать убавки. Каким образом? Да, еще, значит, у меня 12,5 сантиметров, это 48 рядов получилось. Значит, первый наш ряд с убавками. Лицевая сторона, когда мы вяжем лицевые петли. Убавки будем делать в конце ряда, в лицевом ряду и в конце ряда в изнаночном ряду. Значит, смотрите, первую петлю кромочную мы снимаем, провязываем до конца ряда наши лицевые петли. Так, довязали. У нас осталось в конце сейчас 3 петли. Значит, мы делаем с вами убавку. Завожу спицу за 2 петли и провязываю их вместе.
делаю убавку таким образом. И кромочная, изнаночная. Изнаночная сторона. Здесь все то же самое. Вяжу до конца ряда изнаночные петли. И вот осталось опять 3 петли. Завожу спицу за переднюю стенку петли, за 2. Так, завела. Провязываю их вместе изнаночной петлей. Сделали убавку и кромочная, изнаночная. Разворачиваемся и опять повторяем то же самое. Вяжем опять лицевые петли. Все, опять осталось 3 петли. Делаем убавку. 2 петли вместе провязываем. Кромочная, изнаночная. Разворачиваемся. Теперь с изнаночной стороны опять то же самое. Вяжем. И в конце делаем убавку. Так, опять 3 петли осталось. Делаем убавку. 2 петли вместе провязываем. Так, и кромочная, изнаночная. Все, вот таким вот образом мы делаем убавки с каждой стороны до тех пор, пока у нас на спице не останется 9 петель. Все, сделали убавление, на спице осталось 9 петель, и сейчас нам понадобится 2 маркера. Мы теперь с каждой стороны должны отметить кромочные петли, то есть отсчитать 8 и отметить 8. Мы будем делать уже нижнюю часть, провязывать нашего слитка. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот сюда вот отмечаем 8 кромочную петлю. Так, и со второй стороны то же самое сейчас делаем. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот она, 8 наша. Мы ее отмечаем. Отметили. И начинаем вязать нашу нижнюю часть. Сейчас мы будем уже делать прибавление с каждой стороны, пока на наших 6 спиц не окажется 25 петель. Каким образом? Значит, смотрите. Первую кромочную я снимаю. Дальше вяжем все наши петли лицевыми. Провязываем. И последнюю тоже провязываем ее лицевой. Провязали. Теперь, смотрите, вот наши кромочные петли. Вот они здесь идут. И мы с вами сейчас будем поднимать из кромочных петель наши вот эти вот петли набирать, но только с одной стенки, с вот этой вот, которая не ближняя к нам, а задняя, которая вторая. Значит, в лицевом ряду заводим спицу и провязываем как лицевую петлю. Вот этот вот наш подъем. Разворачиваемся. И в изнаночном ряду, да и в лицевом ряду тоже, все наши первые вот эти набранные, поднятые петли мы провязываем. То есть, смотрите, первую провязали изнаночной,
Дальше вяжем до конца опять все изнаночные. Провязываем. Так, провязали. Здесь смотрим. Здесь я посчитаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот наша 8-я кромочная петля. Значит, поднимать я буду с нее изнаночную петлю. Поднимаю за одну стенку кромочной петли. Здесь уже та, которая лежит ближе ко мне. Так, передняя стенка. Подняли. Опять разворачиваемся. Опять первую петлю здесь уже провязываем лицевой петлей. Провязали. Вяжем до конца. Так, провязываем. И последнюю петлю тоже провязываем лицевой. Дальше опять смотрим, где наши кромочные петли. И со следующей уже петли опять тоже делаем подъем. Поднимаем петельку. Здесь уже лицевую. Опять провязываем изнаночные. Первую провязываем. Все изнаночные. Так, провязали. Опять поднимаем. Поднимаем изнаночную. Оп, подняли. Разворачиваемся. И вяжем так до тех пор, пока у нас вот до нашего маркера. Когда мы провяжем и маркер тоже провязываем. Вот эти кромочные, которые с маркером, мы их провязываем. И у нас на спице должно получиться 25 петель. Опять получится то количество, от которого мы начали делать убавление. Все, провязали здесь нижнюю часть мыска. Набрали обратно на спицы исходное количество петель 25. Вот, до маркеров довязали. Я их здесь снимаю, маркеры. Так, берем опять же маркеры и сейчас будем отмечать вот с этой уже стороны, с начала нашего вязания, где мы вязали, по 6 кромочных петель. По 6 почему? Потому что у меня здесь изначально 12 рядов. Если у вас там больше или меньше, то вы можете исходить из того, сколько вы провязывали в начале рядов, и ставить тогда уже отметки. 12 рядов значит 6 кромочных петель нужно отсчитать. 1, 2, 3, 4, 5 и вот шестая. В шестую вставляю маркер. Так, и с этой стороны то же самое получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот шестая. И в нее вставляю маркер. Все. И теперь продолжаем вязать до наших маркеров. Каким образом? Значит, смотрите, нам нужно будет вязать так, чтобы на нашей спице всегда оставалось по 25 петель. Изначально, сколько мы набрали, столько и должно оставаться. Каким образом? Мы будем вязать, делать убавление в конце каждого ряда и поднимать с кромочной петли наши петли, которые нам нужны. Так, значит, смотрите, вяжем. Здесь мы подняли нашу вот эту петельку, которая у нас с этой стороны первая. Это наша поднятая петля. Значит, мы ее будем провязывать первую петлю. Тоже всегда провязываем с лицевой стороны лицевая, с изнаночной изнаночной. Дальше вяжем до конца наш ряд лицевыми петлями. А в конце сейчас 2 последние петли мы будем провязывать вместе, делая убавку. Так. Провязали. Вот 2 последние петли, которые у нас остались, мы их провязываем вместе за заднюю стенку. Провязали. И теперь, как мы здесь поднимали
с кромочных петель. Здесь точно так. Поднимаем с кромочной петли нашу петельку на спице. То есть здесь убавили одну и сразу же подняли. Так, разворачиваем наше вязание в изнаночный ряд. Развернули. Опять же, здесь первую нашу петлю мы провязываем изнаночной и вяжем тоже до конца изнаночный ряд. Осталось 2 петли. Мы делаем убавку, провязали вместе и подняли с кромочной петли нашу петельку. Разворачиваемся. Все, разворачиваемся и вяжем до маркеров. Таким образом, чтобы у нас на нашей спице оставалось по 25 петель. То есть делаем убавки и поднимаем петли. Довяжем до маркеров и будем тогда уже вывязывать нашу пятку. Все, провязали нижнюю часть до наших маркеров. Сейчас будем вывязывать пятку. Но для начала нам нужно будет провязать 2 ряда без изменений. То есть просто сейчас провязываем 2 ряда без убавок и без прибавок, без подъема петель. Один ряд и второй ряд. Все, провязали 2 ряда. И сейчас будем делать убавления, как мы делали их здесь и в мыске, там, где у нас пальцы. То есть мы провязываем все наши петли до конца, и в конце последние, то есть 2 петли провязываем вместе, делаю убавку. Точно так до тех пор, пока у нас на спице не останется 9 петель. Сейчас давайте вот первый ряд у меня здесь изнаночный, я провяжу с вами. Провязываем его. Все, вот провязали. В конце делаем убавку. 2 петли вместе и кромочная петля. Разворачиваемся и с лицевой стороны то же самое. В конце ряда делаем убавку. И 2 петли вместе провязали и кромочная петля. И так до тех пор, пока на спице не останется у нас 9 петель. Все, на спице у нас 9 петель, и сейчас будем вязать в обратную сторону, прибавляя наши петли. Значит,
разворачиваемся. Здесь кромочную снимаем, вяжем изнаночные петли. Провязали. И с этой стороны будем делать прибавку изнаночной петлей. Точно так, как мы все вязали у нас на мыске, точно так делаем и с этой стороны. Набрали петельку, разворачиваемся. Первую петлю мы провязываем. Опять вяжем до конца ряда и набираем петли с кромочной петли. Так. И здесь тоже поднимаем. Опять разворачиваемся. Здесь в изнаночном ряду тоже первую петлю провязываем. И вяжем так до тех пор, пока у нас на спице не окажется 25 петель. Так, изнаночный ряд. И опять поднимаем с кромочной петли изнаночную петлю. Все вяжем до тех пор, пока у нас не будет 25 петель. Все, провязала я, у меня на спице 25 петель, но здесь у нас остается с каждой стороны еще одна кромочная петля и вот такая вот угловая петелька получается. И сейчас мы будем их провязывать получается за 2 стенки петли, вот эти кромочные и угловые, чтобы у нас здесь не получилась дырка. То есть каким образом, смотрите, провязываем. Так, и в конце делаем убавку из 2 петель. Так, здесь поднимаем из кромочных. Разворачиваемся. Первую не забываем провязывать петлю. Здесь опять 2 петли мы вместе провязываем, делаем убавку. Здесь с этой стороны будем здесь у меня уже угловая вот эта вот петля такая. И здесь я завожу за нее и вывязываю лицевую. Разворачиваюсь. Изнаночную провязываю. Здесь опять 2 петли мы вяжем вместе, делаем убавку. Здесь поднимаем вот за эти 2 стенки у нас
угловую нашу петлю. Все, у нас здесь вот получилось 25 петель. Мы подняли все здесь наши угловые. И сейчас, когда мы уже будем вязать, мы будем вязать опять платочную вот эту вот гладь нашу, чтобы у нас была здесь лицевая, изнаночная. Вот такая сторона получалась. И здесь мы будем провязывать вот эти наши кромочные за 2 стенки. То есть сейчас у нас должна быть изнаночная. Вот сейчас получится сторона. И буду я провязывать за заднюю стенку изнаночные. Смотрите, если у вас же наоборот, вы можете провязывать там лицевые. Если вы немножко там где-то ряд какой-то пропустили или как там у вас могло получиться, да, у вас могут быть наоборот. Вы можете вязать все время лицевые. А я сейчас буду вязать все время вот изнаночные. Так, и здесь у нас в конце мы будем делать убавку тоже одну, потому что мы здесь будем поднимать наши петли. Так, вытащили, разворачиваемся. Так, здесь провязываем опять изнаночные, все вяжем. У меня будут изнаночные за заднюю стенку все вязаться. Здесь я переверну петлю, 2 петли вместе, так, и поднимаем с кромочной, так. Все, ну и таким способом вяжем до конца, до последней нашей кромочной петли, с которой мы будем вытаскивать петлю, да, поднимать. И тогда я вам покажу уже, как мы будем закрывать с вами наш последний ряд. Все, довязала последний ряд, и сейчас будем закрывать петли. Значит, смотрите, первую петлю я снимаю, я буду закрывать изнаночными, провязывать. Вы же можете лицевыми, смотря как там у вас идет ваше вязание. У меня здесь получилось, что мне нужно вязать изнаночными. Так, вот, я провязываю изнаночную петлю и следующую накидываю, протягиваю через нее и закрываю. Вы же можете тогда лицевую провязали, так, и точно так протянули. Смотрите, как там у вас лежат петли и как вам нужно вязать. У меня изнаночная, я вяжу изнаночную, закрываю. Вы тогда вяжите лицевую и протягивайте, закрывайте. Вот таким вот образом. И в конце просто ниточки там связываете и прячете все. То есть провязываем либо лицевой, либо изнаночный, а потом просто протягиваем. Слишком тоже не затягивайте.
край, чтобы было удобно носить. Все, последняя петля здесь тоже. Ниточку мы еще раз захватываем, протягиваем. Кончик можно, ну, не слишком длинный, если не слишком короткий, и обрезаем. Все, осталось вот здесь спрятать кончики. Все связать. Можете взять спицы либо иголку и все сшить, связать. И вот такие вот цветки у нас получились.